Вроде бы более-менее чисто. Всем привет! Наконец-то пусконаладочные работы закончились, и можно уже приступить молотить. Итак, 2 дня провозился с этой работой. Вчера полдня молотарную восстанавливал, приводил ее в рабочее состояние. То надо делал, там, регулировал. А во второй половине дождь пошел незапланированный. Так пришлось свернуться. Ну а сегодня уже часа 3 вожусь с тем, чтобы настроить, чтобы хорошо зерно вымолачивало, а то большая половина оставалась в колосе. Ну, может быть, еще из-за того, что травы много, или что уже солома отсырела, пока 2 дня в телеге стояла. Я вроде бы ее и накрывал, но все равно влага конденсировалась под таким темпом. Ну, а сейчас вроде бы практически все убивает, только некоторые там мелочь остается. Ну, только что много сечки делает. Зерно-то не дробит, но много соломы в труху перебивает. Потом придется повозиться, чтобы это все разделить. Но хоть дело сдвинулось с места, а то продвигалось, скрипя зубами. Сегодня-то я вообще планировал все уже смолотить, а к концу дня вон только небольшая кучка. Утром сразу не начинал, потому что вчера дождь шел, было влажно, а еще туман. Так думаю, по-быстрому в город загоняю, там дела улажу. Поехал, в час уже обратно возвращаться. Заехал в последний магазин, и там настиг меня форс-мажор. Вышел из магазина, сел, ключ зажигания оставил, провернул, а реакции никакой. Ну, думаю, походу опять сработала защита от дурака. Есть у меня там такая функция, если коробка на паркинге не стоит, то зажигание не срабатывает. Посмотрел, вроде бы все нормально, попереключался, попробовал позаводить, а стартер не срабатывает. Походу начали вылазить косяки того, что машина долго простояла без дела. А еще, как назло, набор ключей забыл в 69-м, и сам ничего не посмотришь. Ну, попросил у водителя ключик на 13, клемму с аккумулятора скинул, думал, может, контакт был плохой, но безрезультатно. Начал СТО обзванивать, в городе их 3. Ну, вот там сказали, что ничем не помогут в ближайшее время. Либо не занимаются таким, скорее всего, проблема в стартере, либо у них работы дня на 3-4 вперед. Дали номер автоэлектрика, как раз там жил недалеко. Позвонил ему, а он говорит, у него вообще на неделю все занято. Тоже ничем не помог. В итоге часов в 6 только домой приехал на эвакуаторе. Затянул машину во двор, сбегал по-быстрому, подвернул, овес с оставшимся ячменем и взялся за работу. А в итоге даже еще полвоза не перемолол. А нужно уже сворачиваться. На завтра вообще непонятно, что ожидать. Вон какая-то странная даже от МЧС СМС пришло. Ну, по прогнозу вроде бы там дождь передают сильный. Ну, а потом дня на 3-4 снова погода восстановится. Надеюсь, солома ничего не станет. Перетерпит. А здесь, думаю, пока все убрать, чтобы сильно не намокало. Пока идет дождь, решил в столярке поработать.
и переключиться на другое дело. Лето заканчивается, а значит, наближаются холода, и нужно уже подумать, как потом заботиться о своих питомцах. Не, это не для кроликов. У них своя хорошая теплая шубка, таким холода нипочем. Для них самое важное это кормов заготовить. Хотя стоит им тоже время уделить. И все же доделать их клетки. Я их пока не к спеху так, между прочим, по чуть-чуть делаю. А так, если стат, наверное, работы еще осталось дня на 3. Но им уже сроки поджимают, да и кролики начинают свое недовольство показывать. Особенно тот черный, который в кошике сидит. Вчера пришел утром их кормить, смотрю, а он выбрался и диверсии понаустраивал. Сначала яблоки понадгрызал все, которые были для них приготовлены, а потом взял еще и магистраль перегриз, по которой вода в клетке подается. Скорее всего, от зависти. А это я для пчел делаю. Скоро нужно будет им гнезда сокращать, а конструкция моих ульев подразумевает наличие 2 заставных, чтобы гнездо находилось посреди него и хорошенько обветривало с 2 сторон. Так вот, их изготавливаю. К тому же это довольно долгий технологический процесс, так как буду маслом льняным покрывать, а нужно время, чтобы оно еще высохло. Ну вот, пока будет сохнуть, идти переключаться на другие дела. Сходил кроликом укосить, думал успею до дождя. А, где тебя там? Как раз на пол работы и застиг, он до нитки промок. Хорошо еще хоть мотоблок убрал и понакрывал все, так бы вымокло. Ну и минус, что копну на поле не сложил. Солома подмокнет, будет дольше высыхать. Походу начинает уже понемногу распогаживаться. Полило, погремело, поштормило и все затихло. Немного обвеет и можно будет продолжить молотить. Это накрытая солома, по идее, сухая, ее не должно было намочить, ну только что если слегка отсырела от конденсата баммера. Ну а та, что на поле, вымокла хорошо, наверное, придется полдня ждать, пока подсохнет. Дождь такой хороший пролил. Наверное, это тот ураган возвращался, который был не так давно. Закончить начатое. Завалил все же до конца это дерево, теперь не будет никаких сложностей его распилить. И довольно так аккуратненько это сделал. До желтого уля не достал, да и этот, что в кустах, тоже не зацепил. Вот только что у клена ветки немного обломал, будет теперь об наборке. И здесь еще хорошо подсобил. Строс спелые яблоки, не нужно будет на дерево лезть.
Это же на днях яблочный спас был. А значит, пришла пора и можно заготавливать яблоки. А если б не этот шторм, то, наверное, бы не вспомнил про них бы, занимался бы молодьбой. Ну вот, еще одна работенка сделана. Теплые заставные практически готовы, осталось лишь дождаться, пока высохнет клей. Заодно и в столярке немного места освободил. Делал я их из обрезков пенополистирола, который оставался от изготовления ульев. Да и за это время на улице окончательно распогодилось. Можно будет сегодня хорошенько потрудиться. Решил сначала съездить забрать оставшийся ячмень, прежде чем мотоблок подсоединять. К тому же телега же пустая была, освобождал ее, чтобы баннер вытащить, чтоб накрыть можно было перед дождем. Ну, вроде бы все высохло, хотя местами, где трава была погуще, так еще сыроватая. Ну, а оставлять, досушивать смысла нету. За ночь все еще больше отсыреет, потом опять полдня суши. А к тому же, если сильно пересушишь, тоже не очень-то хорошо. Солома труху будет перемалываться. В Азу не так и много и получилось. Можно было, по идее, в прошлый раз за один рейс все забрать. И не мокло бы под дождем. Ну, кто знал, что так получится. Как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Ну, по крайней мере, теперь научен, так овес буду грузить, все за один рейс забирать. Да и быстрее оно так получится. Не нужно будет время тратить на дорогу туда-обратно. Да и мотоблок отсоединять, подсоединять к молотарне. А вот не знаю, будет ли какой толк с этого овса. Днем, когда ворочал, заметил, что под волками много зерна насыпавшегося. Походу, дождем повыбивало. Ну, загадывать наперед не буду, его еще нужно домой отвезти, вымолотить. Ну, а там, что получится, то и будет.
Чуть не загорелся. Только вошел в рабочий режим, набрал скорость хорошую, аж пыль столбом стояла, что пришлось всю экипировку одевать. А тут на тебе, ЧП. Намотала соломы на вал. Скорее всего, из-за этого грелся. Да и смотрю, еще здесь жестянка терлась о вал. Ну, надеюсь, что причина в этом, а не подшипник полетел. А то попробуй его заменить, да и сначала найди. А смолотить успел лишь только половину ячменя, довольно медленно одному получается. Ну, приходится работать по очереди, на две стороны баррикад. Сначала подаешь, а потом идешь и принимаешь. В детстве, помнится, намного быстрее процесс шел. Ну, работали по принципу конвейера. Один с ваза подает снопы, второй их развязывает, третий уже в молотарню сует, четвертый отгребает, а пятый соломы относит. Ну, приходится вот одному. Главное, чтобы техника не подводила. Ну, прилично так намотало. Надо почаще сюда заглядывать. Да и вот еще смотрю. Очень близко жестянка идет трется. Борозда такая появилась. Не все так хорошо получается, как хотелось бы. Особенно с техникой, которая простояла без дела больше 15 лет. Мне нужно было сначала, прежде чем запускать его, залезть и посмотреть эти два подшипника. Обслужить их. Ну а теперь придется ремонтом заниматься. Сам виноват. Как говорится, любишь кататься, люби и с саночками играться. Устранил две эти неполадки, жестянку отогнул, солому убрал. Но буду пробовать запускать и молиться богам, которые отвечают за железо, чтобы с подшипником было все хорошо. Хочет что-то старцев проворачивать. Довольно тяжеловато ему. А без него же так не запутишь. Блин. Что, буду смотреть. Вот туговато ходит, походу подшипнику все-таки хана. Без ремонта не обойтись. Да и еще здесь проблемка нарисовалась. Думал, что может аккумулятор разрядился, поэтому не проворачивает. Без ремня попробовал завести, а он завелся и покрывало хватанул. Что-то в последнее время все ломаться стало. Походу где-то не там повернул. Ну, жизнь она как зебра, черная полоса, белая. А если в правильном месте повернуть, то можно вдоль них пойти. Ну что, придется ремонтными работами начинать заниматься.